Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, какая женщина у вас на пороге. Настройтесь на расклад. Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Итак, смотрим, какая сейчас жизненная ситуация у вас проигрывается. Сразу же четко потеря любимой женщины. Посмотрите, боже, какая ужасная карта. Как же вам плохо сейчас. Женщина, которую вы любили, нанесла вам просто сокрушительный удар ниже пояса. Это было обман, предательство. Это было, причем оно могло быть даже не одноразовое предательство и обман. Когда вы узнали об этом, у вас просто весь мир рухнул. И сейчас, вот знаете, вы живете с одной стороны воспоминаниями об этой женщине, а с другой стороны вам хочется уже кого-то и другого встретить. Вот как-то вы пытаетесь отпустить ее, вы пытаетесь, но может быть у вас плохо это получается, но все-таки вот эти мысли, воспоминания вами одолевают. В душе вы себя чувствуете безумно одиноким. Вот безумно одинокий, одиночество в толпе. Напишите, есть ли у вас такое вот ощущение одиночества. Напишите в комментариях. Вы сейчас заняты заработком. Вы такой человек по жизни, который все взвешивает, да, вот вы не будете так рубить с плеча, делать тяп-ляп, спустя рукава, все. Вам нужно все четко обдумать, какой-то вот, вы знаете, вот вы серьезный, стабильный, вы такой вот, безотказный, что ли. Вот люди привыкли вами пользоваться, вот вашей добротой, либо же это деньги одолжить, либо чем-то еще помочь, там, я не знаю, физически помочь, либо же решить какие-то проблемы. Очень часто люди к вам по жизни обращаются за какой-то помощью. Это могут быть и друзья-приятели, там, родственники, коллеги, может быть. То есть вы такой вот добряк-добряк. И по жизни люди многие этим очень сильно пользуются. Да, у вас произошел такой вот кардинальный, как бы, бросок у вас произошел. Вот так, наверное. Вот кардинальные перемены у вас произошли. Вас не то что киданули, вас просто вот женщина бортанула. Вот это, я даже не знаю, вот честно, не знаю, как подобрать слова. У меня шоковый шок просто. Настолько вам вот плохо после того, что у вас случилось. Жизнь вот у вас, знаете, ощущение, что она вообще у вас в подвешенном состоянии. Вы даже не хотите даже для себя что-то делать. Вот вы живете, как живете, вот как-то, по накатанной, что ли. Вот день прошел, и спасибо, да. Но, тем не менее, вы как-то, вот вы смотрите с надеждой в будущее, но особо вы ничего не делаете. Вот вы на людях, знаете, может быть, одели маску весельчака, да, может быть, на людях вы и ведете себя, как будто у вас все хорошо, замечательно. Но вот в душе на самом деле вам так очень грустно и печально. Потому что даже спустя какое-то время, может быть, даже длительное время, все равно не отболело у вас. Не отболело. Так, давайте посмотрим, что же будет дальше в вашей личной жизни. Будет ли у вас новая женщина? Так, ваша спасительница, которая поможет вам выйти из этого состояния. Да, у вас появится женщина, но которую вы будете поначалу так вот отталкивать. Женщина появится очень неожиданно. Вы сначала, может быть, даже не захотите. Может, вам даже что-то не понравится в этой женщине. Может, еще, знаете, не понравится то, что вот она какая-то... Вот, знаете, внешне бывают женщины холодные, вот такого вот типа, характера, вот темперамента. Они не будут сюси-пуси. Она такая, может быть, жестковатая, такой в чем-то, может быть, мужик в юбке, да? Я не говорю, что она там грубиянка, либо скандалистка, нет.
Просто вот все люди проявляют свои чувства по-разному. Вот эта женщина, она скорее будет поступками проявлять свои чувства, любовь. Она не будет прям, ну, супер-пупер, вот как мама там выцеловывать, вылизывать, все, нет. Может быть, она не такая заботливая будет, как вам хочется, да, но она довольно неплохая. Вот не будет у нее вот этих вот фонтана чувств, романтики. Вот она может быть даже уже и не романтик, я вам скажу. Вот она более такая приземленная, она, она наученная горьким опытом, тоже дамочка. Да, посмотрите, вот с ней у вас тоже завяжутся отношения, хоть поначалу вы будете ее отталкивать. Вот что-то, может быть, вы еще не готовы будете. Может быть, вам что-то сразу не понравится, а потом уже, когда вы разнакомитесь, тогда уже больше вы увидите ее с другой стороны, и она вас завлечет. Эту женщину вы пока не знаете. Вы с ней нигде не пересекались. Так, какая она еще? Женщина по судьбе. Да, посмотрите, у вас любовь с ней однозначно будет. Однозначно любовь. Женщина стабильная, обеспеченная, может быть, даже с квартирой своей, да, то есть с жильем. Женщина такая деятельная, она не бездельница, не лентяйка. Но вот единственное, что она не будет такая вот белая пушистая на задних лапках ходить, да, вот сюси-пуси она не будет. Так. Да, посмотрите, этой женщине тоже по жизни не один раз ей делали больно мужчин, ее не раз предавали. Поэтому, может быть, знаете, она и стала такой жесткой, потому что вот я вам скажу по секрету, как бы из опыта, вот много разных любовных историй, да, я повидала. То есть вот многие женщины рассказывают, что еще по молодости, да, в начале там, вот они были такие наивные, добрые, белые, пушистые. Потом, когда им один раз растоптали, да, вот мужчина, один плюнул в душу, второй, там, третий, пятый, десятый, да, сколько там у каждой. Уже волей-неволей просто становишься вот железной леди. Вот, знаете, вот свои настоящие чувства просто прячешь глубоко в душе. Это не значит, что ты стала там грубиянка, хамка или еще что-то. Но чем больше человека обижают, тем больше человек закрывается. Вот знаете, становишься вот какой-то зимней вишней, вот замораживаешь свои чувства, боишься уже просто показать себя настоящего, боишься лишний раз проявить вот тепло, внимание, потому что просто уже люди боятся, что их снова обидят, предадут, да. Просто вот этот страх, вот как блок, вот барьер ставится, и уже, ну, далеко не все проявляются потом по-настоящему. Это нужно, чтобы человек по-настоящему начал вам доверять. И тогда вот она уже откроется такая, какая она есть. Вот она, может быть, даже и эта женщина, она внешне только такая вот железная леди, да. Может, она в душе и там нежная, ранимая, да. Но это уже со временем только вы сможете узнать, потому что человек, которого не раз предавали, очень сильно закрывается. Он как в ракушку прячется, и потом вытянуть очень и очень сложно. Да, эта женщина, она нацелена и на семью, может быть, даже на детей, да. Ну, такая очень она стабильная, она хорошая, несмотря на то, что вот без вот этих сюсей-пусей, да, кстати, далеко не все мужчины любят сюси-пуси эти все. Вот она все равно нацелена на семью, на стабильность. Вот ей тоже этого хочется, просто она так еще с опаской тоже смотрит и на мужчин. Так что, в общем-то, да, посмотрите, а в душе она девочка. Вот это то, что я только что вам объясняла. Вот с виду она такая железная леди, да, а в душе вот она девочка. Вот она девочка, которую она просто боится показать. А может быть, показывает только самым близким. Вот знаете, у меня
Есть такие даже знакомые, которые вот с виду женщина, ну, снежная королева, да, она красивая, все, фигуристая, но к ней страшно подойти, вот кажется, она такая вся с характером. А когда начинаешь вот с ней ближе общаться, думаешь, боже, да ты же простая, как 5 копеек, да ты же классная. Но просто человек внешне это не показывает. Вот так же и здесь, видите, вот она девочка, она наивная, она доверчивая, но внешне об этом никогда ты не увидишь и не скажешь, что она такая. Она держит марку, она умеет себя показать, она страстная, она такая вот, знаете, есть в ней что-то такое притягательное. Вот чем-то она вот искушает, она нравится мужчинам, она интересная. Вот несмотря на то, что она снежная королева, да, может быть, к ней страшно подойти, но чем-то она вот манит. Вот манит она, манит, может быть, красотой. Вот тем, как она держит марку, как она себя подает, знаете, вот. Ведь можно женщину одеть там в Версаче, Дольче Габбана и все такое, да, в супер-пупер одежду, а она не умеет ее просто носить. А можно на какую-то простушку-замухрышку одеть красивые дорогие вещи, и она сразу леди станет, от которой глаз не оторвешь. Так. Да, все у вас будет хорошо. Посмотрите у нас как итог. Поначалу у вас будет это все настороженно, как я говорила. Потом события начнут развиваться уже очень быстро, уже как-то вы так сойдетесь, втянетесь, да, и уже потом у вас начнут фонтанировать ваши эмоции, и у нее, и у вас, и все закрутится, завертится, и все будет хорошо у вас. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока!